На протяжении большей части истории человечества льда вокруг людей было или слишком много, или не было вообще. Очень хотелось бы, чтобы он появлялся рядом в жаркий летний день, но законы физики сопротивлялись изо всех сил. Поэтому лед, а также охлажденные напитки и десерты долгое время ассоциировались с роскошью. Может быть, поэтому медики критиковали их и философы осуждали, начиная с Гиппократа, писавшего, что холодные деликатесы вызывают желудочные расстройства. Учитывая, что снег для всего этого тогда просто собирали в горах, а потом совершенно гигиенично везли в города на мулах, это было весьма вероятно. Что вообще такое мороженое? Мороженое – это разновидность замороженного десерта. Бывают и другие замороженные десерты, мороженым не являющиеся. К примеру, пирагуа – измельченный лед с сиропом. Или фруктовый лед, фактически подкрашенные сладкие сосульки на палочке. Или сорбет – замороженное фруктовое пюре. И мороженое – это сравнительно позднее изобретение, поскольку это довольно сложная в композиции изготовления вещь. Для начала людям пришлось научиться делать и хранить лед. Эта история начинается в странах, где было одновременно и очень жарко, и достаточно холодно, а именно в гористых местах Центральной Азии. Уже в древности тамошние народы удивительно хорошо научились сохранять холод, так же, как северные народы научились беречь тепло. Еще в 400 году до нашей эры в персидских пустынях ставили яхчалы – гениальные инженерные сооружения, которые не только хранили, но и делали лед. Такие высокие куполы из специального раствора с отверстием наверху и значительно углубленным под землю полом. Воздух в них всегда оставался прохладным. Лед делали в мелких открытых бассейнах рядом с яхчалом, чаще всего с северной стороны от высокой стены, бросающей плотную тень. Воду из подземного канала пускали в длинный мелкий бассейн. Ночью этот тонкий слой воды охлаждался сразу несколькими способами. Первое – обычное ночное охлаждение. В пустынных районах Ирана зимой ночью температура могла опуститься ниже нуля. Но самое интересное – лед мог образовываться даже тогда, когда температура воздуха была около нуля или чуть выше. Это происходило из-за так называемого радиационного охлаждения. Поверхность воды излучает тепловую энергию в виде инфракрасного излучения. Ясное ночное небо, особенно в сухом климате, работает как очень холодный приемник тепла. Вода отдает тепло вверх в небо быстрее, чем получает его из окружающей среды. Поэтому поверхность воды может стать холоднее окружающего воздуха. К этому процессу добавлялось испарительное охлаждение. Когда часть воды испаряется, самые энергичные молекулы улетают в воздух, унося с собой тепло. Поэтому оставшаяся вода охлаждается. Это тот же принцип, по которому мокрая ткань охлаждает кожу на ветру. Только здесь охлаждается поверхность бассейна. В результате к утру вода в бассейнах замерзала. Готовый лед кололи, переносили внутрь яхчала и складывали в подземную камеру, где укладывали слоями, изолируя соломой, деревом или грязью, чтобы куски не смерзались в один монолит. Этот лед использовался круглый год, особенно в жаркие летние дни, для консервации продуктов питания, охлаждения лакомств и приготовления традиционных персидских десертов, таких как фалуде. Древние греки и римляне жили в совершенно другом климате, и им приходилось пользоваться натуральным льдом и снегом, который привозили с гор. Император Нерон отправлял рабов собирать лед в Апеннинских горах для производства сорбета, смешанного с медом и вином. В римской кулинарной книге, датируемой I веком, содержатся рецепты сладких десертов, посыпанных снегом. Зануда Сенека критиковал непомерные затраты на охлажденные десерты, но сам наверняка их ел.
Ел. Когда Анну Каренину писал, лопал. Рубал, будь здоров! В Японии в период Хэйан делали десерт какигори, фактически строганный лед с ароматизированным сиропом. Для этого блоки льда, собранные в холодные зимние месяцы, сохраняли в термоизолированных ледниках и летом измельчали и подавали со сладким сиропом японской аристократии. Это было очень дорого и очень изысканно, о чем свидетельствует Сейсинагон в своих записках у изголовья. В XVI веке империя великих моголов использовала эстафеты быстрых всадников для доставки льда из Гиндукуша в столицу Дели для приготовления кулфи, популярного замороженного молочного десерта индийского субконтинента, часто описываемого как традиционное индийское мороженое и, возможно, вообще первое историческое мороженое. Другие же историки считают, что мороженое из сливок возникло в Монгольской империи, откуда оно проникло в Китай. В записях династии Тан описывается охлажденный десерт, приготовленный из муки, камфоры и молока самки буйвола. Утверждается, что якобы в XIII веке монгольские всадники, пересекавшие пустыню Гоби, везли сливки в сосудах, сделанных из кишок животных. И постоянная тряска плюс низкие ночные температуры якобы взбивали у них в бурдуках мороженое. Письменных подтверждений этому нет, и звучит этот анекдот очень сомнительно. Что же касается Европы, то Марко Поло упорно приписывают знакомство Европы с идеей мороженого, которую он привез в 1296 году из того же Китая. И якобы так Италия открыла для себя джелато, но в его трудах об этом нигде не упоминается. Однако похоже, что к XVI веку Европа уже умела делать сорбет, то есть замороженный фруктовый сок или пюре. По крайней мере, это одно из тех итальянских модных новшеств, с которыми молодая королева Екатерина Медичи познакомила Францию, когда она вышла замуж за будущего Генриха II французского. Это, товарищи, важно, потому что сорбет – это вам не просто молотый лед, политый сиропом. Пристегните ремни, сейчас начнется химия или физика. Мы знаем, что чистая вода застывает примерно при нуле Цельсия. Сладкая вода уже при нуле не застынет. То же самое касается молока. Чистое замерзает при температуре чуть ниже нуля, подсахаренное же требует более низких температур, потому что растворенный сахар мешает молекулам собраться в правильную кристаллическую структуру. Как происходит замерзание жидкости? Молекулы при охлаждении начинают выстраиваться в кристаллическую решетку. Каждая молекула занимает свое место. А в сладкой воде между молекулами воды находятся молекулы сахара. Они, как посторонние женщины в толпе курсантов, мешают им построиться в ровные ряды. Поэтому для замораживания нужно охладить смесь сильнее. А где вы возьмете температуру значительно ниже нуля летом в Италии? Повар Екатерины Медичи где ее брал? Очень интересный вопрос. Изготовление мороженого, сначала сорбета, а потом и мороженого из молока и сливок, стало возможно только после открытия эндотермического эффекта. Как вы знаете, соленая вода замерзает при более низких температурах, чем пресная. Поэтому, собственно, зимой дороги посыпают солью, чтобы они не обледеневали. Точнее, чтобы лед образовывался при как можно более низкой температуре. Пресная вода застывает при нуле, а соленая каша на мостовой остается в полужидкой форме до минус 10 и ниже, на радость пешеходам, что, впрочем, реально делает зимние дороги безопаснее для автомобилистов. Так вот, очень важное чудо происходит, когда в тающий лед добавляют соль. Обычная смесь льда и воды находится примерно при 0 градусов. Лед и вода как бы в равновесии. Лед тает, вода замерзает, температура держится около нуля. Но если туда добавить соль, она растворится в воде на поверхности льда. Получится рассол, который уже не обязан замерзать при 0 градусов Цельсия. Поэтому часть льда начинает таять, чтобы установить новое равновесие.
таяние льда потребляет много тепла. Это называется скрытая теплота плавления. Скрытая теплота – это энергия, которая тратится не на повышение температуры, а на смену состояния вещества, например, из твердого льда в жидкую воду. Лед, тая, забирает тепло из окружающей смеси. Вся соленая ледяная каша начинает охлаждаться ниже нуля. И если в эту кашу поставить стакан с, допустим, молоком, молоко застынет. Даже очень сладкий фруктовый сок начинает застывать. И именно этот замечательный процесс начали использовать для изготовления мороженого. Описанная только что техника заморозки не появляется ни в одном европейском источнике до XVI века. Только в XVII веке люди окончательно осознают волшебное влияние соли, и сорбеты и мороженое стали уверенно изготавливаться в Европе. В 1665 году в каталоге редких товаров, составленном неким Жаном Форжероном, был описан замороженный сорбет. Хотя полный рецепт не указан, Форжерон уточнил, что его изготовляли, используя емкость, погруженную в смесь льда и селитры. Селитра в химическом смысле – это соль. Такой сорбет продавали по 3 ливра за фунт. Это примерно двухдневная зарплата квалифицированного ремесленника за полкило мороженого. Но в те годы сам сахар и изделия из сахара стоили больших денег. Тем не менее, в 1686 году итальянец Франческо де Калтелли открыл первое кафе-мороженое в Париже. Его десерт стал настолько популярен, что за следующие 50 лет в Париже открылось еще 250 кафе. Они обслуживали исключительно утонченную и богатую публику. Первое зафиксированное упоминание мороженого в Англии относится к 1671 году. На празднике для короля Карла II произвели ровно 1 тарелку мороженого для самого короля. Заморская икра! Баклажанная! Карл вообще хотел надавить на своего повара, чтобы тот никому не раскрывал секрет этого удивительного лакомства, чтобы оно навсегда оставалось исключительной королевской прерогативой. Тем не менее, с тех времен сохранилось несколько французских и английских рецептов. Вот рецепт 1718 года. Возьмите жестяные стаканчики, наполните их любыми сливками на ваш вкус, обычными или подслащенными, или добавьте фрукты. Плотно закройте стаканчики. На 6 стаканчиков нужно положить 18 или 20 фунтов льда, измельчив его очень мелко. Вам понадобится ведро, на дно которого нужно положить немного соломы. Затем положите в него лед и фунт соли. Поставьте стаканчики со сливками и положите лед и соль между каждым стаканчиком, так, чтобы они не соприкасались, но лед должен лежать вокруг них со всех сторон. Положите сверху много льда, накройте ведро соломой, поставьте в погреб, куда не попадает солнце и свет, и все замерзнет через 4 часа. Проблема подобных рецептов в том, что просто охлаждая подслащенные сливки как угодно интенсивно, вы мороженое не получите. Вы получите сладкий молочный лед. Тоже вполне нормальный продукт, но более примитивный. Растолките его и получите сливочный сорбет. Мороженое же – это не лед. Это очень сложная структура. Это одновременно эмульсия, суспензия и пена. Многофазный коллоид, говоря умным химическим языком. Коллоид – это мелкие частицы чего-то, взвешенные в другом веществе. Коллоиды бывают разные. К примеру, эмульсия – это коллоид. Капельки жидкости в другой жидкости. Популярные, знакомые вам эмульсии – это молоко или майонез. Капельки жира в воде или лимонном соке. Аэрозоль – это тоже коллоид. Капельки жидкости в газе. Например, репеллент в воздухе, когда вы пшикаетесь от комаров. Суспензия – это другой вид коллоида. Кусочки твердого вещества в жидкости, взболтанный песок в воде, например, а также многие краски. Невероятным образом пена – это тоже вид коллоида, пузырьки газа в жидкости.
Так вот, мороженое образуется, когда эмульсия, молочная смесь, замораживается с образованием кристалликов льда, то есть постепенно становясь еще и суспензией, и при этом все это постоянно взбивается, и в смесь вводятся пузырьки воздуха, то есть это еще и пена. Это трижды коллоид. И секрет хорошего мороженого в том, что все эти взвешенные частицы, жиры, лед и воздух настолько мелкие, что они неразличимы нашим языком. Мы воспринимаем все это как единую сливочную шелковистую массу, в которой нет ни отчетливых фрагментов жира, ни ощутимых кристалликов воды, ни видимых пузырьков воздуха. При этом, вы удивитесь, в промышленном мороженом так много воздуха, что его объем при приготовлении увеличивается в 1,5-2 раза. А вообще в мороженом одновременно содержатся молочные жиры и белки, кристаллы льда, сахар, пузырьки воздуха и незамерзшее молоко, потому что сахар понижает точку замерзания. Мороженое – это очень сложная штука, граждане. Если вам нравится это видео, самое время поставить лайк и подписаться на мой канал. И мы поспешно возвращаемся к нашей тающей теме. Поэтому, кстати, мороженое желательно не хранить долго, иначе испортится его текстура. Аствальдовское созревание называется этот процесс, когда маленькие кристаллы со временем исчезают и за их счет растут большие. И в мороженом этот процесс идет непрерывно. Сразу после приготовления в свежем мороженом много очень-очень мелких ледяных кристаллов. Это хорошо. Язык почти не чувствует их по отдельности, и текстура кажется гладкой. Но маленькие кристаллы льда менее устойчивы, чем крупные. Они легче подтаивают, отдавая молекулы воды в окружающий раствор. Крупный кристалл устойчивее, ему легче расти. Получается, что он отбирает молекулы у меньших кристаллов. В итоге вместо множества мелких кристалликов появляется меньшее число крупных. И крупные кристаллы уже ощущаются на языке. Мороженое становится грубым. Особенно опасно колебание температуры. Когда вы купили мороженое в магазине, вы достали его из морозильника, пока шли, оно слегка подтаяло, и дома вы его опять затолкали в морозильник. Такое обращение портит мороженое. А уж если вы едите мороженое, которое у вас несколько месяцев валялось в морозилке, и в нем отчетливо чувствуются кристаллы льда, не спешите винить производителя. Возможно, оно просто испортилось при хранении. Поэтому при изготовлении мороженого его нужно постоянно перемешивать и взбивать, дробя как капли жира, так и постоянно возникающие кристаллы воды, и одновременно взбивая массу в тонкую пену. Просто так в открытой кадушке это сделать очень трудно. Нужна специальная машинка. И их начали изобретать сообразительные женщины в XIX веке. Англичанку Агнес Маршалл называли королевой мороженого. Она была выдающейся деловой женщиной даже по современным меркам. Девушка из низов, Агнес начинала как кухарка, но быстро проапгрейдила себя в преподавателя и теоретика, организовав кулинарную школу и начав выпуск суперпопулярных кулинарных книг. В 1885 году Агнес опубликовала свою первую книгу «Книга мороженого», которая содержала 177 различных рецептов мороженого и десертов. Книга была хорошо написана и отлично проиллюстрирована, и она приобрела огромную популярность. Помимо рецептов, книга также рекламировала изобретение миссис Маршалл, включая патентованную морозильную камеру для изготовления мороженого вручную. Это была не первая ручная машинка для приготовления мороженого. Это достижение обычно приписывают Нэнси Джонсон в 1843 году. Машина Агнес Маршалл, запатентованная в 1885 году на имя ее мужа, Альфреда, стала суперпопулярной, потому что она была чрезвычайно быстрой и практичной. С ее помощью вы могли сделать пинту мороженого всего за 5 минут. Секрет был в разумном дизайне. Предыдущие мороженицы
были высокими и узкими, и в них емкость для крема была окружена льдом и солью вокруг. У Маршалла она была широкой и неглубокой. Лед с солью находился в основном под поддоном. Поддон вращался ручкой, и одновременно встроенный скребок непрерывно соскребал образующуюся ледяную пленку со дна и вмешивал ее в массу. Помимо этого приспособления, компания Marshall продавала формочки для мороженого и десертов, машинку для колки льда и фирменную ледяную пещеру, фактически такой термос, изолированную коробку для хранения и переноски мороженого после его приготовления, что важно, поскольку мы говорим о времени до появления домашних холодильников. Приготовление мороженого было только половиной проблемы, потом его еще надо было где-то держать. Богатые домохозяйства, отели, кондитерские, а позже и городские торговцы имели ледники, специальные кладовки, куда зимой укладывали покупной лед. В любом случае мороженое не было повседневным лакомством. Это была тщательно спланированная и по времени просчитанная операция. Мороженое готовилось равнёхонько к моменту, когда нужно было подавать десерт. Агнес также приписывает изобретение первых съедобных рожков для мороженого. В одном из рецептов она упоминает специальный корнет, сделанный из молотого миндаля, спрессованного и сформированного в конус. Но по-настоящему вафельные рожки для мороженого вошли в широкое употребление только в 20 веке. До этого мороженое на продажу продавалось в маленьких стеклянных стаканчиках, из которых потребитель вылизывал мороженое, а стакан потом возвращали продавцу. Продавец их споласкивал и снова заполнял для следующего покупателя. Вас беспокоят микробы, но людей тогда больше беспокоило, что несознательные покупатели не возвращали тару. Популярная легенда связывает появление съедобных вафельных рожков со Всемирной выставкой в Сент-Луисе в 1904 году. Якобы у продавца мороженого закончились картонные тарелочки, зато продавец горячих сирийских вафель в соседнем ларьке ничего не мог продать на такой жаре. И он предложил сворачивать горячую еще вафлю в конус и использовать как емкость для мороженого на вынос. И это был хит. В 2008 году мороженое в рожке стало официальным десертом штата Миссури. А вафельные рожки теперь стали отдельной статьей производства, и их делают как простенькими, так и изысканными, разными вкусами и цветами. Это может быть свернутая плоская вафля или отлитый стаканчик из вафельного теста. Вафля вкуснее, зато стаканчик не капает. В ответ на капанье в 1959 году компания Спика, итальянский производитель мороженого из Неаполя, изобрела процесс, при котором внутренняя часть вафельного рожка покрывалась изолирующим слоем шоколада. И сейчас большинство вафельных рожков имеют или шоколадный кончик, или покрыты шоколадной глазурью изнутри. Потому что транспортировать мороженое даже на небольшое расстояние – это отдельная проблема. История розничной торговли мороженым – это история логистики холода. Даже когда мороженое научились делать в значительных объемах, хранить и транспортировать его все еще было невероятным головником. Холодильники представляли собой просто ящики, набитые льдом. Швейцарский иммигрант Карло Гатти, который открыл свой первый киоск по продаже мороженого в Лондоне в 1851 году, сначала брал лед зимой из канала Реджент, но, расширившись, начал импортировать лед в больших масштабах из Норвегии. Импортировал лед из Норвегии, господа. То есть, в принципе, хранить и перевозить лед умели, но это было очень дорого и хлопотно. Однако бизнес развивался, и как только города смогли массово покупать лед, кондитеры смогли производить мороженое не только для частных обедов, но и для розничной продажи. Но продукт все равно приходилось есть тут же на месте. Никто, в принципе, не жаловался, в мире без кондиционеров и домашних холодильников мороженое в знойный день было кусочком рая и исчезало мигом. Первыми массовыми розничными продавцами мороженого были кондитерские, кафе, рестораны при отелях и парки, где продавали освежающие напитки. В городах также появились уличные торговцы с передвижными тележками.
фактически ледяным ящиком на колесах. С распространением автомобилей массовый покупатель отселился все дальше от городских центров, и продавцы мороженого тоже пересели на автомобили и начали разъезжать по спальным районам. Американцы старшего поколения до сих пор помнят эти, как правило, белые или розовые фургончики, игравшие веселые завлекательные мелодии и привозившие мороженое прямо к вашим дверям. Они стали одним из символов и культурных штампов 50-х. Вместо того, чтобы продавцу весь день орать на всю улицу, грузовичок играл простенький мотивчик, как из музыкальной шкатулки. Изначально эти мелодии вызывали предвкушение, сладости, детство, лето. Но постепенно, со сменой поколений, эти же мелодии, а вместе с ними продавцы в белой форме, становятся слегка криповатыми. Фургоны с мороженым переезжают сначала в страшные городские байки, а потом и в фильмы ужасов. Наивная повторяющаяся мелодия, которая доносится издалека и манит детей обещанием лакомства. В каком она смысле? Мороженщик – фигура на удивление пограничная. Он как бы находится между двумя мирами. Он не совсем сосед, но не совсем незнакомец. Он подъезжает к вашему дому, подманивает детей, а затем исчезает. Этакий гамельский крысолов. Но благо распространения электрических холодильников и супермаркетов перевернули всю систему. Фабрики начинают производить готовые расфасованные герметично упакованные стаканчики, рожки, сэндвичи из мороженого между двумя печенюшками. Теперь обеспокоенные родители могли купить сразу много мороженого в магазине, привезти домой и положить в свой домашний холодильник. Нужда в уличных продавцах исчезает, и специализированные кафе-мороженое со столиками постепенно тоже сходят на нет. Мороженое уже не делается вручную в самом кафе. Оно приходит с больших фабрик. Они беспокоятся только о снижении себестоимости, что ведет к стремительной деградации ингредиентов. Дошлые производители начали подменять сливки и сахар на сухое молоко и пальмовое масло и сироп из кукурузы. А стабилизаторы и эмульгаторы не позволяли этой сомнительной смеси расслоиться. Возникает вопрос, где кончается настоящее мороженое и начинается черт знает что. Во многих странах существуют правила, регулирующие, что вообще можно назвать мороженым. В Канаде, например, вы можете увидеть маркировку «Настоящее мороженое». Значит, продукт произведен из коровьего молока, а не из того, что надоили из сои. Причем правила могут очень разниться от страны к стране. К примеру, в Великобритании продукту, чтобы называться мороженым, достаточно иметь в себе 5% молочного жира и 2,5% молочного белка. В США же правила гласят, что для того, чтобы продукт назывался мороженым, он должен иметь в себе более 10% молочного жира. Мороженое по определению очень калорийно. Интересно, что многие считают джелато, мороженое в итальянском стиле, более насыщенным. Но по калориям оно, как правило, легче обычного. Джелато изготавливается не из сливок, а из цельного молока. Поэтому обычно оно содержит всего от 4 до 9% жира. Рекордсмен по калорийности – это пломбир, заслуживающий отдельного упоминания. Это любимое советское лакомство. Является потомком мороженого во французском стиле. Его название происходит от названия города Пломбье. И поэтому в нем есть яйца, по крайней мере по ГОСТу. Во Франции традиционно мороженое делали на границе сливочного мороженого и замороженного заварного крема, и в рецепт входило яйцо. Яйцо упрощает эмульгацию жира в сливках. И пломбир, как и все замороженные кремы, очень жирный. Если в обычном сливочном мороженом от 8 до 11% жира, то в пломбире до 20%. Интересно, что изначально мороженое было изысканным продуктом для самых богатых. А теперь, когда не жир и сахар, а фитнес и стройность стали статусными символами, оно совершенно потеряло свой шик и блеск. Чем выше у человека статус, тем меньше он ест жирных сладостей. Но главная особенность мороженого – это его эфемерность.
Оно буквально тает в ваших руках, как материальная метафора времени. Мороженое демонстрирует нам, что радость не может длиться вечно. И тем не менее, от этого она не становится менее настоящей. И иногда цивилизация измеряется не тем, сколько продукта она может произвести, а тем, сколько бесполезной радости она может себе позволить. Не забывайте отдыхать. До скорых встреч!